Всем привет! И с Новым годом! Или же с прошедшим. В общем, в этом видео я расскажу, как я развивался в плане монтажа за 5 лет. И с чего я начинал. Ну да, это у меня уже не первый канал. И да, как говорится, все новое к лучшему. А ты пока поставь лайк и подпишись, ну и колокольчик не забудь. Если что, мне не платят за рекламу, а поэтому я порекомендую свой Discord-сервер. Вы на этом сервере найдете все, что хотите, а если нет, то напишите в чат с новыми идеями для группы, и тогда вы не только получите новую роль, но и VIP место для заказов. А кстати, насчет VIP. Будучи человеком с одной из привилегий, у вас откроется возможность зайти в VIP-чаты и пообщаться с людьми с такой же привилегией, как и у вас. Подробнее на канале Правила. Если что, правила старые, и если там будет что-то недосказано, извините. Ну и вот, мы перешли к основной теме ролика. И первая программа, и пофиг, что это не программа, это редактор YouTube. Сам редактор YouTube приносит для работы с уже готовым файлом. Но когда я начинал свой путь в монтаже, я и не знал, что такое монтаж. Потом моей первой программой был Power Director, и если что, все ссылки, в том числе и на Discord, будут в описании. Я сам в Power Director поработал немало, и от себя хочу сказать, что эта программа очень легка в освоении, но и при этом не слаба в функционале. Вторая программа — это KineMaster. Я бы сказал то же самое, что и в прошлом пункте, но по этой программе у меня даже туториалы выходили. И если сравнивать между ними, что лучше, я бы выбрал KineMaster. И мы подходим к самому интересному. Это компьютерные программы. И первая в этом разделе это Wondershare Filmora 9. Очень хорошо для начала и освоения, потому что в ней есть все, что надо. Вместо скачивания плагинов вам хватит стандартного набора, а если нет, то можно у них на сайте скачать все, что тебе не хватает. И последняя и самая популярная программа это Premiere Pro. Сразу скажу, в этой программе трудно освоиться, но когда ты пересмотришь пару роликов на YouTube, тебе становится все понятно и больше функционала, чем в этой программе я не видел. А так от тебя могу сказать, что это лучшая программа для меня на этот и ближайшие года. А почему я так думаю? Да потому что в этой программе много разных встроенных эффектов, а в подборке VFX и GFX не составляет труда. Можно работать с графикой, есть свой цветокор. И на этом все. Скорее всего, вы меня спросите, что я пообещал чаще выкладывать ролики, но их почему-то нет. Скажу в двух словах. Семейные причины. А чтобы узнавать обо всем первым, переходите на мою страничку ВК. Там я выкладываю все, что только происходит в моей жизни. И, кстати, от вашего актива зависит многое. Например, как часто я буду выкладывать видео. Так вот, чем больше комментариев и лайков, тем быстрее выйдет следующее видео. Все, всем удачи и всем пока.